Привет, друзья! Вы на канале Easy to Install. Меня зовут Виталий. Нет, я никуда не пропал. Я просто реставрировал свой байк и немножечко завис. Я покрасил его полностью, отреставрировал крылья, покрыл их лаком. Теперь все красиво. Установил поворотники, габариты, стоп-сигнал, все как положено. И вроде бы как собрался подключать, все нормально, начал разбираться с системой внутри байка и система, которую я хотел приделать. Дело в том, что я нашел поворотники, стоп-сигналы и все остальное на 12 вольт. Здесь система на 60 вольт. Казалось бы, нет проблем, возьми преобразователь, конвертер DC-DC 6012 и все решено. Но столкнулся с проблемкой. Здесь у нас общий плюс, а на системе, которую я буду устанавливать, общий минус. Как же подойти к вопросу, что решить? Я думаю, кто-то из вас уже сталкивался с этой проблемкой. Давайте посмотрим, как это можно сделать. Ну и решим эту проблему совместно. Ну, точнее, я решу, вы посмотрите. Возможно, кто-то из вас повторит. Итак, что мы имеем? Так, вот я подключился к минусу. Ставим предел 200 вольт. Ну и смотрим. Вот у нас напряжение. При выключении замка зажигания оно исчезает. При подаче оно появляется. Но в остальных гнездах ничего нет. Теперь посадим на плюс. Так, плюс у нас вот этот, как мы выяснили. И нажмем тормоз. Вот появляется минус. Включаем поворотник. Минус в другую сторону нету. И здесь тоже вот он появился в другую сторону. Минус. Выключаем, нету. То есть получается поворотники у нас вот эти контакты, тормоз вот этот, они минусовые. Так как фонарь у нас с общим минусом, то вот эта система к той не подойдет. Значит, что нужно сделать? Ну, естественно, сконвертировать, то есть не проблема. Покупаем вот такой вот конвертер, ну или можно, это я взял очень мощный, это практически 180 ватт, столько здесь не будет использовано, но запас, как говорится, карман не тянет. Вот, и значит мы его разместим вот сюда, он хорошо сюда помещается, как-нибудь вот так. Вот, он замечательно сюда встанет. Но теперь нужно будет сконвертировать, кроме напряжения, еще и плюс с минусом. Для этого будем использовать реле. Но вот на этой фишке у нас поворотники и стоп-сигналы. Свет, головное освещение запускается плюсом. То есть его можно было бы сконвертировать напрямую через какой-нибудь конвертер. Но так как конвертер один, то запускать габариты будем через него же, но через реле. Для того, чтобы это сделать, я приобрел реле 60 вольт. Все, что я нашел, это 200 амперное вот такое. И замерив на нем ток, я увидел 0,6 миллиампера. В принципе, это немного. Но мне показалось расточительным тратить драгоценную энергию. Так как батарейка будет использоваться и для хода, и для света, и для всего остального, то я подумал, что это слишком расточительно, и решил собрать свое реле на 60 вольт. Я взял самый простейший способ, он банальный да нельзя, но тем не менее он действенный. То есть я взял 5 реле на 12 вольт, так как 60 вольт разделить на 12 будет 5. И замерив на нем ток, я увидел, что он ниже процентов на 30. Ну и как бы само собой это реле интересней использовать в целях экономии. Для того, чтобы использовать
12-вольтовую систему. Можно также, допустим, собрать литиевую батарейку отдельно, она сюда тоже помещается. Это один из вариантов. Кому не хочется копаться, то есть как бы, ну, нету конвертера, нету реле, не хочется их кучей паять, можете взять отдельную батарейку, сюда она поместится, ну или куда-то, она сюда может поместиться. Вот. И от нее взять разъемчик и развязать, то есть как бы управление фонарями. Оно вообще будет отдельное, то есть как бы не касается хода байка. Итак, вот для того, чтобы у нас работало два поворотника и стоп-сигнал, нужно 3 реле для реверсирования сигнала. Так, ну я сразу его посажу на двухсторонний скотч, чтобы потом приклеить в нужном месте. Так. Ну и здесь теперь нужно сделать распиновку. Так как у нас общий плюс, а сигналы минусовые, но нам нужно сделать минус, чтобы плюс был на выходе, то получается нормально замкнутые контакты нам вообще не нужны на этих релюшках. Сразу их откушу. Так, и вот нормально разомкнутые выходы, получается, у нас будут на исполнителе. Так, теперь обмотки реле у нас будут, один из выводов будет на общий выходить, на плюс, так как у нас минусы разные. Так, то соединяем их с общим выводом. Так, так, так. Мы возьмем проводник. Так, померяем. Не хватает. Ну ладно. В принципе, добавить не проблема. Так, ну и чтобы у нас не было путаницы при установке, сейчас я это все для себя, ну, как бы отмечу нужными цветами проводов. Так, это у нас вход плюсовой. Так, подпаяю к нему красный. Так, ну теперь вот эти выходы у нас получаются на второй вывод обмотки. Они будут каждый индивидуально, то есть как бы один на стоп-сигнал идет, один на поворотник, второй на другой поворотник. Так, ну и припаиваем. Так, поворотники. Ну и стоп-сигнал. Я надеюсь, здесь понятно. То есть приходит плюс, управляющий минус, и на выходе будет плюс. При подаче на любой из этих минусов на выходе появится плюс. То есть то, что нам и нужно. Минус у нас будет общий. Ну и, соответственно, делаем выходы теперь на стоп-сигнал, на поворотник. Так, точно так же положим контакты, чтобы они не торчали и не выпячивались. Так, ну и провода я на поворотнике возьму желтые с разными полосами, чтобы было понятно, кто у нас куда идет. Так.
Так, а на стоп-сигнал возьму белый. Так, и у нас получается вот такое вот реле. Здесь теперь можно залить компаундом. Так, перед этим. Так, собираем входы и выходы в разные стороны. Итак, фиксируем. Для красоты фиксируем термоусадочной трубочкой. Так, ну и с этой стороны посадим на разъем, чтобы просто воткнуть и как бы пользоваться. Ну и теперь все, чтобы это зафиксировать, заливаем термоклеем. Все, остается подождать, когда он застынет, и можно идти собирать. Так, ну а пока он застывает, я соберу реле на 60 вольт. То есть, если посмотреть внимательно, я просто их соединил последовательно. Взял от одной обмотки, следующую, выход здесь будет. То есть, как бы получается, все сопротивление у нас плюсуется, так как оно последовательно. И напряжение само собой тоже. То есть, как бы это получается 12, 24, 36, 48, 60. Для того, чтобы подключить это реле, нужно будет обмотки последовательно, а контакты соединить параллельно. Так, теперь также, чтобы не путаться для себя, делаем выводы разного цвета. Плюс я, например, привык видеть красным, поэтому плюсовой провод сделаю красным. Минус у меня ассоциируется с черным, поэтому я его припаяю на черный. Так. Так, вот выводы обмоток есть. Теперь выводы контактов надо сделать. Так, выводы контактов у нас также соединяются каким-нибудь проводником. Ну, я, например, возьму такой же. Так. И нужно внимательно смотреть, чтобы не было замыканий на обмотке.
И то же самое проделаем со второй стороны. Ну и сюда я припаяю серый провод, он будет в разрыв, ну то есть как бы он будет на контакте. На него можно будет посадить с любой стороны. Какой войдет провод, сигнал, такой и выйдет. То есть если мы посадим плюс, выйдет плюс. Если посадим минус, выйдет минус. Так. И теперь точно так же заливаем термоклеем. Все, даем застыть и можно идти цеплять. Итак, возвращаемся сюда. Здесь нужно сейчас разместить органы на свои места. Так. Так, конвертер на месте. Теперь на реле вот как раз таки я делал разъем, который будет подключаться у нас к штатному. Но здесь выходит 60 вольт, а на реле должно прийти 12. То есть вот здесь красный провод нужно разорвать. Так. И получается в этот разрыв нужно поставить как раз таки конвертер. Так, конвертер у нас пойдет красный провод к красному. Так, ну вот я думаю, здесь, наверное, стоит напаять. Вот выход я хочу себя обезопасить немножко. Сделать выход, чтобы он был через предохранитель защищен. Теперь немного надо скомпоновать. Так, реле
я думаю, на батарейку прилепить можно эти реле. Так. Они никуда не денутся. Так, и второе реле тоже приклею к батарейке. Так. Вот. Теперь это реле будет срабатывать у нас от фары. То есть вот эти два провода нужно будет вытащить на фару. Вот эти провода у нас будут разрыв контакта, то есть один из них нужно подключить к плюсу 12 вольт. Так, плюс 12 вольт. Сделаем вот так. Так, и теперь вот он наш плюс 12 вольт. Так, это на релюшке. Вот, и вот сейчас их нужно будет все вместе исправить. Так, ну и предохранитель тоже можно. На двухсторонний скотч и к батарее. Так, теперь минус надо посадить на общий, вывести сюда. Этот минус пойдет на общий 12 вольт. Так, этот минус сними. Итак, минус от батареи 60 вольт. Так, это тоже минус от батареи 60 вольт идет. Их вместе. Здесь тоже можно пропаять. Я не паяю, это мое личное дело. Так.
подключаем к общему минусу. Так, теперь разъем можно протащить и подключить его на свое место. Так, немного окультуриваю изолентами. Итак, вот это у нас получается 3 плюса. То есть это на стоп-сигнал, это на повороты. А минус у нас общий. Так, берем провода, которые я проводил. Задних фонарей, вот они. Так, укладываем, и здесь можно подключаться. Так. Так, что у них общее? Это минус. Так, цепляем на общий минус после конвертера. Ну и здесь цепляем к фаре. Ну и вот что получилось в результате. Поворотники
работает от 12 вольт. Фара работает от 60. Дневные ходовые огни, ну или габариты, можно их назвать, работают от 12 вольт. И при этом же все задние фонари, то есть габариты, поворотники, ну и как бы стоп-сигнал, все работает тоже от 12 вольт. Если у вас остались какие-то вопросы, напишите в комментариях. Если вам понравилось видео, поставьте лайк. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. Всем удачи!